На свадьбе в одном маленьком городке все было безупречно. Белоснежные арки, гирлянды, свечи, тихий перезвон скрипки, невеста в платье, словно созданном самим воздухом. Гости смеялись, поднимали бокалы, фотографы ловили каждый кадр, будто боялись упустить миг. Алекс выглядел счастливым, держа за руку свою новоиспеченную жену, Эмили. Никто не знал, что среди гостей сидела она, Лена. Лена была спокойна, почти незаметна. Ее черное платье резко выделялось на фоне пастельных костюмов и бежевых платьев других гостей. Ее пригласили из вежливости. Старая история, будто бы все позади, будто бы они остались друзьями. Но для Лены это не было правдой. Когда настал момент музыкального номера, ведущий улыбнулся и объявил: особый подарок от близкой подруги жениха, Лены. Зал будто застыл. Алекс побледнел. Эмили с любопытством повернула голову к сцене. Лена вышла к микрофону. Без улыбки, без показных движений, просто стояла и дышала. А потом запела. Это была не песня, исповедь. Медленно, точно, каждое слово ложилось на музыку, проникая в сердца слушателей. Лена выворачивала наружу все, что столько лет было спрятано. Измены, ложь, обещания, которые Алекс давал, а потом забыл истории, что он так умело скрывал под маской идеального жениха. Она пела о себе, о той, кого он держал в тени, о ночах, когда он просил ее не уходить, о том, как еще за месяц до свадьбы говорил, что не сможет без нее, и о том, как за неделю до церемонии все еще не мог выбрать, кого любит. Голос Лены был спокоен, даже мягок, но смысл слов резал как нож. Сначала гости не понимали, потом начали смотреть на Алекса, затем на Эмили, потом снова на Лену. Когда последняя нота стихла, Лена лишь слегка поклонилась и ушла. Без слез, без слов, все уже было сказано. Праздник закончился мгновенно. Эмили, не произнеся ни слова, сняла кольцо и бросила букет на пол. Гости покидали зал с лицами, в которых смешались растерянность, неловкость и ужас. Алекс стоял посреди пустеющего зала, растерянный и обескураженный. Он больше не был женихом, больше не был любимым. Слухи разошлись по всему городу мгновенно. Видео с выступлением Лены, снятое кем-то на телефон, стало вирусным. Люди делились им, обсуждали. Кто-то называл это искусством, кто-то местью, кто-то правдой, которую не спрячешь за улыбками и красивыми словами. А Лена исчезла. Никто больше не видел ее в этом городе. Но в каждом кафе, где звучала та песня, в каждом видео, набравшем миллионы просмотров, в каждом вздохе разбитого сердца, она все еще была. Ее голос продолжал жить, разрушая не только жизнь Алекса, но и иллюзию, что можно безнаказанно предавать тех, кто любил по-настоящему. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.